Привет, друзья! Вы на канале Ева Luxury Travel. И сегодня мы с вами в Бодруме, в отеле Макс Рояль. И в этом году здесь изменилась концепция, поэтому если вы хотите прийти в магазинчики или просто провести время в Макс Рояль, у вас этого не получится. Здесь только all-inclusive. Даже если вы хотите просто там выпить кофе, такого нету. То есть вам нужно будет делать daily use, он стоит 35 тысяч лир. Это сколько? Посчитайте, ну то есть там уже близится 800 где-то долларов. В общем, изменилась концепция, Скорпиус закрылся, Макс Рояль теперь в таком совершенно другом, более закрытом режиме. Ну, давайте посмотрим, и я хотела зайти туда в свои любимые магазинчики. Погнали. Просто на парковке там вообще нету машин. Интересно, как там внутри. Я в прошлом году заходила на территорию Макс Рояль через Скорпиус. Поэтому я не знаю, как здесь было в прошлом году, но в позапрошлом году здесь на баги была очередь. Какая здесь ситуация? Сижу, жду баги уже 10 минут. Представляете, какая тут небольшая, я так понимаю, загруженность, что даже, я так понимаю, баги 1-2. Я помню, в горячий сезон здесь просто баги, такая была очередь, они там, не знаю, может быть, 15-20. Кстати, в Скорпиус в прошлом году свою территорию закупила для того, чтобы удобно было ездить по этим брусчаткам. Она закупила такие мини-автобусы баги. И они, конечно, делали переезды такими, знаете, более такими масштабными, но достаточно комфортными. Вот. И это я к тому, что, конечно, Скорпиус закрылся. Это, конечно, печально. Мне очень нравилось это место. Вот. И Макс Рояль, как видите, ажиотажа совсем здесь никакого нету. Пусто, парковка вся пустая. И, ну вот, видите, я пришла вроде бы как гость. И вроде бы как бы и пошопиться, и могла бы, может быть, даже взять daily use, допустим. Вряд ли, но допустим. Но видите, как здесь такой вот сервис. Сидишь такой, ждешь баги. Разгружают они баги с водой, но для посетителя баги не нашлось. Уже даже 15 почти минут, представляете? Такие вот дела. Но все равно здесь этот холл такой красивый, здесь приятно посидеть. Видите, какая брусчатка по ней как. Поэтому я помню, что Скорпиус он покупал эти автобусики, чтобы было комфортно ездить. Зеленым по сравнению с прошлым годом. Я помню, когда вот так вот ехала, снимала, кусты были такие низкие, что была видна вся территория и бассейн. Это прям джунгли. Но это, кстати, я считаю минус, потому что раньше ты ехал и разглядывал всю красоту территории. Это было очень здорово. Там, кстати, Скорпиус пошел вверх. А вот это маршрут, по которому я ездила каждое утро, кто смотрел мои влоги. Лютфан, burada. Teşekkürler. Çok teşekkür. Как раз время завтрака. В ресторане людно. На шезлонгах достаточно пусто. Ну что, пойдем пройдемся по магазинчикам. Что я вам хочу сказать, теперь очень строгая система Макс Рояль, то есть вы сюда пришли, прошлись по магазинам, и вас будут искать, чтобы вас выпроводить, потому что на самом деле сейчас здесь действительно из-за того, что сделали all-inclusive, только гости отеля, очень такая, знаете, закрытая атмосфера. Вот, очень-очень-очень мне, в принципе, понравилось, что они так сделали. Я так поняла, что стало гораздо более много.
такая огромная зеленая территория. Ну, просто красота, конечно. В этом году Макс Роял зазеленел, все отросло, деревья, пальмы выросли. Это, конечно, все выглядит очень роскошно, действительно. Очень приятная здесь атмосфера. Вертолетик. Прибыли. Какая красота. Но что очень удобно, буквально в 1 минуте езды от Макс Рояль у нас есть по-прежнему прекрасный отель «Мандарин», в котором можно выпить в лобби чашечку кофе, съесть какой-нибудь десерт, завтрак или ланч. И самое главное, что здесь открывается потрясающий вид на Эгейское побережье, на греческие острова. Я вам сейчас покажу, на самом деле просто великолепно. Обожаю это место. Записывала прошлый влог из «Мандарин» в конце сезона. Сейчас разгар сезона, июль 2026. И вы знаете, в «Мандарине», конечно, невероятная атмосфера. Мне очень нравится, как здесь ухожено, очень много бутиков, очень приятная, скажем так, публика. Поэтому Макс Рояль действительно имеет смысл для тех людей, кто хочет отпуск, ни о чем не думать, просто пляж, еда и шезлонг. Красивая территория, море, замечательно. Но если вам хочется, знаете, такой эстетики, атмосферы, люкса, хорошего такого ощущения, ну, в общем, «Мандарин Ориенталь» по-прежнему просто топ of the топ. Посмотрите, какая на самом деле зеленая территория по-прежнему. В общем, очень здорово. Ну и там, видите, на горизонте Скорпиос, который закрылся. Похоже, я думаю, что не временно, скорее всего, навсегда, потому что я думаю, что такой лакомый кусочек, эту территорию, в общем-то, я думаю, что отель «Макс Рояль», это мои допущения, возьмет как бы в свою такую территорию, может быть, сделает там какой-то новый ресторан или какой-то ретрит-центр. Возле ресторана такой приятный туалетик с внутренним двориком. Обожаю, когда делают такие вот туалеты, которые практически вот как лобби. Там, кстати говоря, вака наверху. Лобби. А у меня был очень вкусный кофе. Это главное, кстати говоря, холл. Ресторанчик у лобби, бар. Здесь всегда всякие книги, галерея, ювелирные украшения. Из года в год здесь разные комплексы. По-моему, Этилер. Каждый год они Этилер. Да, уже, по-моему, 3 года подряд. Этилер из Стамбула, они все еще его здесь продают. Шикарный комплекс, конечно.
Какой же шикарный вид, правда? Ну что, пойдем прогуляемся по магазинчикам. Их здесь очень много, видите? Практически все самые топовые бренды здесь есть. Cartier. И, кстати, Ало уже второй год здесь. Lululemon, он только в Edition и в Марине в этом году. Жак Мюс открыл. Я не такой прям фанат этого бренда. Я больше Dior, Louis Vuitton люблю. Но интересно, что они здесь тоже открылись. Так, ну что, пойдем зайдем, посмотрим, что здесь есть у них в этом магазинчике. Golden Goose, Chanel. Так, там у нас Blue Mint. Вот. Ну, а мы сегодня с вами были в обновленном видео. Я вам снова показала территорию Макс Рояль, территорию Мандарин Ориенталь Бодрум и как обстоит дела здесь в этом сезоне 2026. Немноголюдном, достаточно таком мягком, комфортном, с достаточно приятной температурой. Даже, знаете, по вечерам можно что-то накидывать, и по ночам настолько свежий воздух. Поэтому рада вас была видеть в этом влоге. С вами была Ева. До встречи. Такой сильный ветер. Даже камеру сложно удержать. Какой красивый вид всегда открывается.